Мужчины, здравствуйте! С вами Алла. И сегодня для вас общий расклад на тему «Кто хочет с вами отношений?». Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк и выбирайте свой вариант. Это будет первый, это будет второй вариант. Так, единичка, смотрим. Четверка пентаклей. Однозначно первый вариант подойдет тем, у кого женщина ушла, вы расстались, вы можете здесь, в принципе, быть давно уже не вместе, и на сейчас женщина по первому варианту сожалеет. Сожалеет либо о вашей разлуке, если вы окончательно расстались, или о вашей ссоре, если вы пока молчите временно. Если у вас какие-то сейчас такие подвешенные, непонятные отношения, то женщина сожалеет о том, что вот так все далеко зашло, так все непонятно, как бы вот тот тупик, который сейчас есть в отношениях, она однозначно очень болезненно переносит. Вот она, кстати, вышла сама, сигнификатор королева мечей. Это темный цвет волос, может быть от рождения темненькая, может быть перекрашенная в темный цвет волос, темный цвет глаз. По знаку зодиака это весы, водолеи или близнецы. Рост высокий, худенькая, стройненькая. Но такая барышня, знаете, не особо она с раскрытым сердцем. Здесь человек, который больше рациональный, который больше думает, чем чувствует. Человек здесь, ему проще, скажем так, закрыться, чем наоборот говорить то, что вот на самом деле на сердце. Поэтому здесь женщина сложная, потому что здесь проще сразу закрываться, сразу обороняться или нападать. Ну, то есть, как бы здесь не через сердце, здесь больше через мозг. И в этом вся сложность. Потому что, как бы, сигнификатор про то, что страдает, но при этом не покажет то, что ей больно или ей сейчас нехорошо из-за вашего отсутствия. Смотрите, дальше у нас идут о чем карты? О том, что женщина здесь хочет выйти на связь. Женщина здесь на самом деле, ну, можно по сути сказать, что очень болезненно переживает. Вы для нее здесь пара, видите? Королева и король мечей. То есть она вас на самом деле считала и считает своей парой, своим мужчиной. Но при этом женщина здесь какая-то такая, знаете, может расстаться, сказать все, ничего не хочу, ничего не надо, а потом уже через какое-то время понимать, а зачем она это в принципе сделала, а зачем она это вообще сказала. Она такая, может быть, знаете, очень холодная. Внутри вот человек достаточно мягкий, и за счет того, что она мягкая, она, видимо, уже пару раз попадала в какие-то истории, когда пользовались ее добротой. Не обязательно в отношениях с мужчиной, то есть это могут быть абсолютно разные формы отношений. Женщина здесь закрылась от каких-то жизненных невзгод, неприятностей, видимо, сделала какой-то неправильный вывод, что нужно быть закрытой, так проще жить. И за счет этого ей крайне тяжело быть искренней, ей крайне тяжело говорить о своих чувствах, ей очень тяжело признаваться в своей неправоте или в своей любви, например, и так далее. Поэтому на сейчас женщины по первому варианту, мягко говоря, переживают, очень волнуются за эти отношения. Но в силу своего характера, очень колючего характера, на примирение она не хочет выходить. Здесь про то, что она очень много об этом думает. Здесь у кого-то женщина уже делала какие-то шаги. Например, если она вам написала, а вы хотели, чтобы она дальше действовала, помимо того, что она написала, то нет. Здесь такой характер у женщины, что если вы с первого раза не проявили активность, здесь может быть такое, что она больше и не напишет. Здесь человек достаточно, ну, давайте скажем так, закомплексован. И если вы с первого раза ей не ответили, или вы проигнорировали, и она поняла, что вы специально ее игнорите, нет. Здесь очень уязвленное самолюбие,
Здесь много гордыни в этом характере. И, соответственно, кто себя узнает в первом варианте, здесь, ребят, точно нет смысла сейчас играться в какие-то игры, потому что на этом она точно поставит точку. То есть, если вы хотите этих отношений, то здесь нужно быть максимально открытым и максимально искренним. Даже если она вам просто написала «Привет, как дела?». Здесь не нужно никаких манипуляций, потому что женщина здесь и так на пределе. В том плане, что она и так очень сильно сомневается, а насколько, вот если она сейчас вам напишет, насколько вы ее правильно поймете, насколько вы захотите с ней мириться и так далее. Здесь у человека много страхов касательно того, что если она первая выйдет на связь, что вы здесь можете ее проигнорировать. Поэтому если она уже выходила на связь, вы ее уже проигнорировали, ну, в принципе, это может быть точка. Потому что для женщин это очень важно, не быть отвергнутой. Если вы ее отвергаете, то как бы она тут вас не любила, здесь очень больное самолюбие на самом деле. И человек здесь просто реально может отвернуться. Ну, как бы посчитать, что ну все. Она не нужна, и, соответственно, смысл бороться за мужчину, которому она не нужна. Хотя, вот видите, отношения здесь женщина хочет. Здесь готова выйти со своей молчанки. Опять же, куча страхов. Здесь какое-то неверие в то, что ваша пара в принципе может быть счастлива. Почему-то она так сама себя накрутила, что у вас какие-то проблемные отношения, что вот как-то сложно вам найти общий язык друг с другом, что вы крайне тяжело понимаете и слышите друг друга. С одной стороны, знаете, как чувство есть, желание быть вместе есть, перспективу она с вами видит. С другой стороны, здесь какие-то характеры такие, знаете, что, может быть, вы тоже такой. Вот вы поссорились, и вы молчите оба. Есть пары, в которых кто-то более такой отходчивый, и человек готов первым выбрасывать белый флаг, человек готов первым мириться, общаться. Это не значит, что если вы первый выходите на связь, то вы себя унижаете. Нет. Если человек с чувством юмора и с хорошей самооценкой выходит первый на связь, то он может так обыграть примирение, что у второго партнера даже мысли не появится о том, что первый партнер там как-то под него прогнулся. Поэтому в первом варианте здесь про то, что мужчина здесь может быть закрытый, и женщина здесь закрытая. И вы оба здесь можете сидеть и думать, так, кто первый позвонит, кто первый покажет свою инициативу. Нет, ребят, тут как-то, вот знаете, кто-то должен все-таки быть как-то поумнее. Женщина здесь какая-то закомплексованная, какая-то такая, знаете, типа, если я ему не нужна, ну, значит, все, точка. Максимум, что я сделаю, это какой-то первый шаг. Если он дальше будет меня проверять, то как бы мне эти отношения не нужны. Тут про то, что буду страдать, но первое не пойду. Понимаете, какая вот здесь история в первом варианте? Так что вот так. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. А мы переходим к двойкам. Так, двоечки, шестерка пентаклей. Какая женщина хочет с вами отношений? Кто она? Какая форма между вами отношений? Так, ребят, здесь у женщины есть мужчина. Не похоже, что это муж, это скорее просто мужчина, с которым она в отношениях. Что у нее к вам? Вы знаете, у женщины тут такой раздрай в отношении вас. Здесь на самом деле, вот изначально, когда она с вами знакомилась, здесь человек просто влюбился в вас как в личность. Вы здесь понравились тем, как вы себя подавали, вот как человека, вот ваша манера общения, ваша внешность, ваша энергетика. Вот здесь изначально к вам был проявлен интерес как к человеку. Вы настолько здесь как-то восхищали
что через какое-то достаточно непродолжительное время она поняла, что она в вас влюбилась как в мужчину. Здесь изначально не было запроса на влюбленность в вас. Здесь про то, что на момент вашего знакомства, второй вариант, здесь женщина на момент знакомства была в отношениях с другим мужчиной. И на момент вашего знакомства здесь женщина в принципе не искала никаких отношений, никаких новых знакомств, потому что те отношения, которые были, ее полностью устраивали. Но в момент вашего знакомства здесь было, знаете, как вау, какой классный человек. Вот вы здесь прям чем-то ее очень сильно заинтересовали, именно как человек. И потом в процессе уже вашего общения, неважно, часто оно было или редкое, здесь женщина поняла, что вы настолько для нее привлекательны как человек, что даже не планируя вообще, в принципе, никаких новых связей с мужчиной, она поняла, что она влюбилась. Поэтому завязка у первого варианта достаточно интересна. То есть тут женщина не ожидала, не собиралась вообще. То есть ей была абсолютно не актуальна влюбленность в другого мужчину. Но так получилось, как получилось. На сейчас женщина здесь в таком, знаете, внутреннем раздрае. Потому что те отношения, которые есть, в принципе, ее устраивают. Но при этом вы для нее какой-то фейерверк. Вы для нее какой-то совершенно новый горизонт, какие-то новые эмоции, какие-то новые чувства, мысли. Вы как-то показали ей какой-то другой вообще уровень. Уровень чего? Чего-то так запало. Знаете, она с вами себя как-то так чувствует, как ни с кем она себя так не чувствовала. Посмотрите, какие чувственные карты. Это про то, что когда она общается с вами, вот когда она вас видит, она просто себя чувствует счастливой. Вот просто так. Это, знаете, это состояние, когда вот ты видишь человека, и у тебя просто улыбка расползается на лице. И ты понимаешь, что эти зубы начинают болеть от того, что ты улыбишься. Вот именно пока ты общаешься, ты прям как это, знаете, как балбес какой-то, у тебя улыбка до ушей. И потом только ты сам себя ловишь на том, что, блин, а чего стою, улыбаюсь уже там полчаса, пока общаюсь с этим человеком. Вот у нее здесь это вызывает удивление. Почему я так реагирую на этого мужчину? Почему, если у меня все хорошо в личной жизни, почему меня так цепляет этот человек? Вот здесь вот про это. Здесь про то, что рядом с вами она себя чувствует какой-то необычной. Вот вы в ней раскрываете какие-то женские струны. Какая-то такая здесь женская сразу аура становится. Вот она сама из себя в шоке, как она может меняться рядом с вами. То есть это про то, что, ну, знаете, как вот у мужчин также бывает, да, то есть с какой-то женщиной я просто как я, с какой-то женщиной там я себя чувствую богом, я себя чувствую вообще там супер каким-то офигенным мужчиной, то есть я там уверен в себе, я себя чувствую красивым, желанным, уверенным в себе, вот просто красавцем. А с какой-то женщиной я себя вообще никак не чувствую. То есть мне просто плохо, хочется сбежать. Вот здесь вот такая же картина. То есть здесь женщина про то, что я так себя с ним чувствую, как я себя ни с кем вообще не чувствую. Что ты хочешь от этого мужчины? Знаете, ребята, она здесь с этим чувством очень сильно борется. Потому что... Ну да, видите, аркан влюбленная. Потому что здесь есть другой мужчина. И здесь получается, что с одной стороны ей очень сильно хочется с вами быть в отношениях как с мужчиной, а с другой стороны у нее хороший мужчина, который сейчас есть. То есть это не про то, что, знаете, там плохо в семье, например, поэтому она там готова влюбиться. Тут в том-то и прикол, что она не ожидала этой встречи. Здесь много карт про то, что все-таки ваша встреча кармическая. То есть вы как души знаете друг друга, и поэтому здесь произошло вот такое узнавание и такая тяга друг к дружке. И что ты будешь делать? Отшельник. Тройка мечей, жезлов. Ну, ребят, пока что, смотрите, аркан повешенный закрывает, пока ничего. То есть, если вы коллеги, она будет с вами максимально пытаться дружить, общаться, обсуждать какие-то рабочие вопросы, там вот пытаться с вами как-то войти в дружбу. Она не готова пока что с вами входить в какие-то личные отношения. Здесь очень сильно интересно, очень сильно хочется, но очень сильно колется, понимаете?
Здесь неважно, кем вы там являетесь друг другу, просто друзьями, коллегами, соседями, неважно кем. Здесь про то, что я хочу за тобой наблюдать. Я не готова с тобой вступать в отношения как с мужчиной, но я очень хочу тебя видеть, я очень хочу с тобой общаться. Я хочу знать, что ты есть в моей жизни. Поэтому у большинства из вас здесь будет что-то типа френд-зоны. Ну, а дальше как бы вот она типа сейчас я не готова, но я буду смотреть по ситуации, что будет дальше и как будут дальше развиваться события и его поступки. Потом женщина здесь влюблена, ребят, по уши. Ну, здесь очень многое будет от вас зависеть, потому что она будет очень аккуратна по отношению к вам. Двоечки, вот такой вот ваш был второй вариант. Кто себя узнал, напишите в комментариях. Ставьте лайки этому видео. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Ребят, прошу не звонить, только писать. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Я звонки не отвечаю на них потом, только пишите. На этом всем хорошего вечера и всем пока.